Итак, Мастер-лига. Не так давно мы уже рассуждали о ней в рамках eFootball 2024, и недавнейшее появление фейковых игроков прямиком из старых частей Pro Evolution Soccer некоторые из нас связывали с возможным анонсом этого режима. Однако все эти предположения и догадки не оправдались, скорее даже опроверглись, но не так давно появились очередные слухи и некоторые подробности, которые вновь заставляют говорить об этом оффлайн режиме. А именно новые подробности анимации из режима карьеры и одна из главных причин, по которой мы до сих пор не наблюдаем этого режима в eFootball. Как бы то ни было, обо всем по порядку. Рад вас приветствовать на канале Realistic PS. Как и всегда, не забывайте про лайк и комментарии под этим роликом и подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Большинство наших предыдущих разговоров касаемо Мастер-лиги в eFootball касались тех или иных файлов, и которые непосредственно касались самого оффлайн режима, а именно всякого рода модельки, анимации и некоторые строчки кода, которые говорили о тех или иных катсценах и прочих подробностях режима. И сегодняшний ролик не стал исключением, поскольку не так давно кто-то в интернете поделился кадрами демонстрации всякого рода анимаций из eFootball, которые непосредственно относятся к Мастер-лиге. Как вы можете наблюдать здесь, это папка под названием ML, что обозначает аббревиатуру Мастер-лига, и все эти файлы, которые вы видите на своих экранах, они касаются анимаций, которые в свою очередь относятся к тем или иным катсценам. Например, вот эти анимации касаются катсцен, которые связаны с дерби-матчами, то есть противостоянием двух принципиальных команд. Здесь же мы наблюдаем так называемую финальную главу. Если я не ошибаюсь, в одном из предыдущих роликов о ней мы также вели речь. И, судя по всему, она будет касаться не то ли конца сезона, не то ли еще какого-то важного игрового аспекта. Также мы здесь можем заметить анимации, которые относятся к так называемому первому дню, под названием, опять же, First Day, интервью менеджера и прочих подобных катсцен. Однако стоит отметить, что, возможно, не все представленные анимации так или иначе касаются прямых катсцен. Ну, знаете, тех самых катсцен из 20 и 21 частей PES, когда в начале карьеры мы наблюдаем, как менеджер прогуливается по клубной базе, или перед началом матча тренер дает какие-то указания, как это было вот в ранее упомянутых двух частях. Возможно, эти анимации также будут касаться небольших катсцен, которые всплывают в самом режиме, а именно в новостной вкладке, поскольку там также присутствовали небольшие видеоролики, и, возможно, представленные здесь анимации также их касаются. Но факт остается фактом, учитывая такое количество различных анимаций, судя по всему, действия в карьере ожидается, приличное количество. Также из интересного пользователи заметили, что некоторые из представленных анимаций касаются таких нововведений, как дым от самолетов. Но знаете, когда на выступлениях летят по несколько самолетов и за ними тянется шлейф из дыма, образуя некоторую воздушную картину. И похоже, учитывая из обнаруженных файлов, нечто подобное нас ожидает и в eFootball. Конечно, контекст подобного перформанса представить в футбольной игре достаточно трудно, но кто знает, что там напридумывали Konami. И также в игре были обнаружены PNG-шки различных взрывов, огня, которые, скорее всего, относятся к отдельной машинке, которая воспроизводит фейерверки и зажигает огонь. Подобные машины мы уже наблюдаем в катсценах, и возможно, что эти самые PNG-шки относятся к разновидностям подобных вот перформансов. И какой же вывод из всего этого мы можем сделать? А такое, что, судя по всему, наполнение Мастер-лиги нас ожидает более чем заметным, нежели было в двух предыдущих частях PES. Что касаемо функционала, тут уже, конечно, представить трудно, но что касается анимации и прочих подобных моментов, если Konami ничего не вырежет, думаю, будет очень даже интересно. Но почему же самой карьеры до сих пор нет в игре? Ответ на этот вопрос Galvani также недавно дал в своем твиттер-аккаунте, в котором рассказал следующее. Konami не выпускает Мастер-лигу на мобильных устройствах и на ПК по той причине, что они банально боятся выпускать режим как таковой и все еще работают над так называемой защитой, которая бы не позволила всем желающим игрокам получить свободный доступ к этому, возможно, платному режиму, как это было, например, с 20 и 21 частью PES, когда из Lite-версии делали полноценную версию, просто скачав и установив отдельный кряк. По сути, из бесплатной версии вы делали полноценную версию, за которую люди отдавали полноценный full прайс. И, возможно, чтобы избежать нечто подобного, Konami, по словам Galvani, работают над защитой, которая подобную проблему позволяла бы избежать. Верить данному предположению или же нет, уже остается за вами. А поэтому ваше мнение я буду ждать в комментариях под этим роликом. В целом делитесь впечатлениями от найденных находок в файлах игры и
невысказанного предположения от Гальвани. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Я же всех благодарю за просмотр и вашу активность и желаю вам всем удачи. Всем пока!